Всем привет! Сегодня приготовим кабачки. Блюдо простое, быстрое и без грамма мяса, а вкус лучше, чем у мясных блюд. Кабачки трем на крупной терке. Понадобится 1 кг кабачков. Я использую молодые кабачки с мягкой шкуркой. Если брать зрелые кабачки, то шкурку лучше срезать и удалить серединку с семенами. К кабачкам добавляем примерно 1,5 чайных ложки соли. Перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы они пустили сок. 2 морковки среднего размера трем на крупной терке. Понадобится примерно 200 грамм моркови. 1-2 луковицы нарезаем кубиками. – 150 грамм сыра трем на крупной терке. Кабачки уже пустили сок. Отжимаем их и перекладываем в отдельную миску. К подготовленным кабачкам добавляем тертую морковь, лук и сыр. Все перемешиваем. В отдельную миску разбиваем 5 яиц. Насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки, перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Сюда же наливаем 100 грамм растопленного сливочного масла. Его можно заменить растительным маслом. Перемешиваем. В эту массу насыпаем 150 грамм муки и добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем до однородности. Приготовленную массу выливаем к овощам. Опять все хорошо перемешиваем. Форму для выпечки смазываем маслом. Размер моей формы 32 на 22 сантиметра. Выкладываем тесто в форму и равномерно его распределяем. Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем примерно 40-45 минут. Запеканка из кабачков готова. Вынимаем ее из духовки и даем остыть. Запеканка из кабачков получилась невероятно вкусной и простой в приготовлении. Всегда удачная, сытная и ароматная. Она станет отличным дополнением к любому столу. Подавайте ее со сметаной или в качестве гарнира к мясу. В любом случае будет вкусно. Также у меня на канале есть и другие рецепты из кабачков. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Второй приготовим лепешку с овощами, очень вкусную и ароматную. Готовить ее лучше всего летом и осенью в сезон овощей. Такая лепешка прекрасно может заменить пиццу. Сначала замесим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Немного их взбиваем. Сюда же наливаем 300 мл теплого молока и 300 мл воды. Насыпаем 1 чайную ложку соли и 2 чайных ложки сахара. Крошим 25 грамм прессованных дрожжей. Прессованные дрожжи можно заменить сухими, их понадобится 9 грамм. Все перемешиваем до растворения всех ингредиентов. Сюда же в миску насыпаем примерно 400 грамм муки. Сначала высыпаем половину и перемешиваем. Когда все перемешалось, добавляем вторую половину муки. Перемешиваем тесто до однородности, чтобы не было комочков.
Миску с тестом накрываем крышкой и оставляем подходить при комнатной температуре примерно на 30 минут. Пока готовится тесто, подготовим овощи. Один кабачок среднего размера разрезаем вдоль на 2 части. Затем каждую половинку кабачка разрезаем еще раз вдоль пополам и нарезаем четвертинками. Всего понадобится 450 грамм кабачка или цукини. Нарезанный кабачок солим примерно 1 чайной ложкой соли и перемешиваем. Оставляем, чтобы он пустил сок. Один красный сладкий перец разрезаем пополам и нарезаем небольшими кусочками. Так как у меня перец большой, я нарезала только половину перца. Пучок зеленого лука мелко нарезаем ножом. Понадобится примерно 100 грамм лука. Зеленый лук можно заменить одной большой головкой репчатого лука. Пучок петрушки тоже измельчаем ножом. Одну картофелину трем на крупной терке. Тесто уже поднялось. В него добавляем 120 грамм творога. Насыпаем тертую картошку. Измельченный лук. Подготовленный перец. И петрушку. Все перемешиваем. Кабачки уже пустили сок. Отжимаем их руками от жидкости и кладем в миску с тестом. Все перемешиваем. Тесто готово. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем тесто с овощами и равномерно его распределяем по сковороде. На одну лепешку понадобится примерно 2 половника теста. Готовим лепешки на огне чуть меньше среднего. Когда одна сторона приготовилась, переворачиваем лепешку на другую сторону и жарим до готовности. Готовую лепешку снимаем с огня. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 6 лепешек на сковороде диаметром 26 см. Готовим соус. Один маленький огурец трем на мелкой терке. Небольшой пучок укропа измельчаем ножом. Берем 100 мл сметаны или несладкого густого йогурта. Добавляем измельченный укроп, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки и немного солим. Сюда же выдавливаем 1 зубчик чеснока через пресс и кладем тертый огурец. Все перемешиваем, соус готов. Жареные лепешки с овощами подаем вместе с приготовленным соусом. Лепешки с овощами получились очень вкусными и сытными. Особенный вкус им придают овощи. Готовятся такие лепешки несложно, и они прекрасно подходят для обеда или ужина. И последними приготовим кабачки по мексиканскому рецепту. Получаются красивые кабачковые лодочки с пикантной начинкой, которые покорят своим вкусом и простотой приготовления. Сначала подготовим сами кабачки. Берем 4 кабачка среднего размера, разрезаем их вдоль пополам. Ложкой вынимаем серединку. Половинки кабачков выкладываем на противень. Сверху кабачки смазываем небольшим количеством растительного масла. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем приблизительно 25-30 минут. Пока запекаются кабачки, подготовим начинку. 300 грамм отварного куриного филе нарезаем небольшими кубиками. 1-2 помидора среднего размера нарезаем пластинками, а затем пластинки режем кубиками. 1 большую луковицу нарезаем небольшими кубиками. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем лук. Пассируем его до золотистости. Когда лук подзолотится, насыпаем к нему 1 чайную ложку чесночного порошка, пол чайной ложки молотого острого перца, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Солим по вкусу. Я добавила примерно треть столовой ложки соли.
перчим черным молотым перцем. Сюда же наливаем 150 грамм томатного соуса. В отдельном стакане размешиваем пол столовой ложки крахмала и 100 мл воды. Вливаем эту смесь в сковороду. Все перемешиваем. Варим смесь после закипания примерно 3-4 минуты. Варить нужно на небольшом огне, постоянно перемешивая, чтобы не пригорело. Спустя 4 минуты в эту смесь добавляем нарезанное мясо. И насыпаем 150 грамм кукурузы, это примерно 1 стакан. Все перемешиваем. Я добавила консервированную кукурузу, но также можно взять и замороженную. В конце добавляем кусочки помидоров. Все перемешиваем. Доводим до кипения и снимаем с огня. Начинка готова. Кабачки уже запеклись. В серединку каждого кабачка кладем начинку. – 80 грамм сыра трем на крупной терке. Сверху каждый кабачок с начинкой посыпаем тертым сыром. Кабачки ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 5-10 минут. Пока запекаются кабачки, измельчаем небольшой пучок петрушки. Запеченные кабачки достаем из духовки и украшаем измельченной зеленью. Кабачки по-мексикански получились нежными, сытной и вкусной пикантной начинкой. Готовятся они несложно и продукты доступные. Приготовьте такие кабачки, разнообразьте свое меню.